Добрый вечер. Приветствуем всех на наших традиционных эфирах. И сегодня у нас в гостях замечательные спикеры. Один из них мой обожаемый, просто обожаемый, любимый человек, женщина с большой буквы, Наталья Жеребцова. Я признаюсь вам в любви публично и всегда, знаете... Поэтому спасибо, Жанет, люблю, и я тебя люблю. Вас просто обожаю. Я вообще не представляю вот просто, как это же, вернее, я представляю, потому что я знаю Наталью больше 15 лет, и все, что вы сегодня увидите, принимайте это просто вот, ну, как за стопроцентную дар такой, да, вот от женщины, которая, еще раз повторю, с большой буквы. Для меня это просто эталон. И я говорю сейчас не только о красоте внешней, я говорю о душевных качествах человека, об энергии. Вы сейчас сами все поймете, потому что я сегодня в Инстаграме написала пост, и вот, Наталья, зайдешь, прочтешь потом. Я единственное написала, что я не понимаю, мне кажется, что возраст просто забыл про Наталью, вот просто на какой-то момент, и все, на каком-то месте остановился, и просто куда-то ушел и забыл. Я предоставляю слово, обожаю, еще раз, слушаем вас с удовольствием. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер всем, кто нас сейчас видит, слышит. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и возможность присоединиться к нам. Жанеточка меня уже представила, меня зовут Наталья, меня зовут Ирочка. Да, вот мы находимся у Ирины в ее салоне красоты, она очень пользуется и рекомендует то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Мы вам покажем интересные ролики, на наш взгляд. Мы поговорим о косметике, в частности, Serenity. Мы поговорим о том, как в короткое время, потому что до 8 марта у нас осталось не так уж много времени, с одной стороны, с другой стороны, его еще очень много. Вот как его правильно, грамотно распределить так, чтобы получить максимальный результат. Вот этими секретами мы сегодня с вами поделимся. То есть тема нашей встречи – как из Золушки сделать прекрасную принцессу в короткий период времени, в любом возрасте. Секреты от тетушки-феи, то бишь меня. Игорь, будьте добры, блок первый. То есть вы сейчас увидите то место, где мы находимся. Сейчас, секундочку, сейчас мы это увидим. Да. Вообще хочу сказать, что мы объявим с Ириной в конце нашу акцию для тех, кто нас слушает и смотрит по Москве. Вот. И, пожалуйста... Идет ли запись? Я стесняюсь. Запись идет? Запись идет уже давно. Спасибо. Вот. Поэтому у вас будет возможность воспользоваться ее великолепными руками. Я Иру знаю более 20 лет, я очень хорошо знаю ее работу, поэтому, пожалуйста, приходите к ней. Акция наша будет объявлена в конце нашего эфира. И, пожалуйста, получите удовольствие, порадуйте себя вот, с хорошими акциями. Вот. И поскольку мы находимся вместе с Ириной, то у вас будет возможность сегодня услышать какие-то рекомендации не только от меня, как от любителя, с долгосрочным, с долгим периодом применения всего того, о чем я буду сегодня рассказывать, но и услышать какие-то рекомендации от специалиста, от классного специалиста, я считаю. Потому что, еще раз повторюсь, я знаю Иру уже 20 лет и знаю, как она работает, поэтому вы как бы будете не разочарованы. Но скоро 8 марта. Ну и как это часто бывает, у всех начинается судорожный поиск подарков, начинают все думать, что купить, что подарить. Все это
сложно, порой кажется, и все приходят к единому решению, что лучший подарок и так называемая палочка-выручалочка – это средства, уходовые средства для лица и для тела. Наверное, вы все с этим сталкивались, все вы поступали точно таким же образом, потому что у большинства из нас, наверное, очень много гелей подарочных дома стоит, умывалок всяких и всякого прочего-прочего. Ну, цель всего этого приобретения, собственно говоря, мужчинами такова, что они хотят нас видеть красавиц, прелестниц, ну а мы, естественно, ухаживая за собой, хотим услышать от них теплые, добрые слова, либо чтобы они подумали о нас, а лучше сказали: «Ах, как ты красива, ты божественна, ты произведение искусства». Да, вот цель приобретения таких всевозможных средств уходовых. И хочу сказать, что Вивасан не отстает от всех остальных, и у него своя линейка, которую он может предложить для приобретения в качестве подарка. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Но прежде чем к этому приступить, я хочу просто сказать еще вот о чем. Я вспоминаю китаянок, потому что почему я о них вспоминаю, поскольку я там родилась и много лет там прожила. Ведь они впитывают уход, бьюти-процедуры, вот эти все, они впитывают с молоком матери. Ведь они с самого детства уже ухаживают за собой. И девушки, и в настоящее время, девушки-китаянки, они тратят очень большие деньги на всевозможную косметику уходовую. Вы, наверное, слышали и читали очень много всякого интересного о китаянках, что они выглядят гораздо моложе своих лет. Да? Вот. Это все потому, что они выбирают правильную косметику, правильную. Но поскольку у них в Китае очень дорогая косметика из Европы, она стоит бешеных просто денег, поэтому они вынуждены покупать попроще корейскую, это у них считается попроще, вот, и едут в Европу либо в Россию, поскольку и в России уже теперь можно купить уходовую косметику из Европы. Вот, они признают именно европейскую. Но, еще раз повторюсь, что она стоит очень больших денег. И они очень много используют в уходе за лицом всевозможные бьюти-гаджеты. Это массажеры, это массажеры, имеется в виду как на ультразвуке, да, микротоки, вот, и всевозможные массажеры, в том числе ручные, вот о которых я вам сегодня и расскажу. Что я применяю, потому что, наверное, это интересно, поскольку на самом деле, вы понимаете, я не кичусь тем, что я вот неплохо выгляжу. Я понимаю прекрасно, что это частично генетика, я понимаю прекрасно, что это частично, наверное, позитивное мое отношение к жизни, потому что, несмотря ни на что бы там ни было в этой жизни, я знаю, что меня это не сломит. Я понимаю, что это зависит и от того, что я употребляю в пищу, и это, пожалуй, самое основное. Это я в этом твердо убеждена, просто твердо убеждена. Ну и, наконец, той косметики и вообще тех средств, которые я использую в уходе за кожей. Потому что все-таки вот 72-73 год, и это немалый возраст, и я знаю очень многих женщин, которые в этом возрасте сникают, которые, я не говорю о вивасановцах, я не говорю о тех, кто с нами рядом, потому что мы все красавицы, это абсолютно точно. Вот. И мы все красавицы и все энергичные. Так что все это благодаря, я считаю, все-таки в львиную долю это составляет питание и, конечно, уходовые средства. Вот. Что мы сегодня с вами покажем? С чем мы пользуемся повседневно, чем я пользуюсь в повседневной жизни, чем Ирочка пользуется и сама, и рекомендует своим клиентам.
Ну, в первую очередь мы начнем, конечно, надо бы начать со скраба, но поскольку у нас ролик немножко получился совмещенный, то мы тогда начнем со льда, хотя в первую очередь, безусловно, используется скраб. Это безусловно. И вы посмотрите, как мы его готовим. Думаю, что вы, может быть, даже и этого рецепта и не знаете. Вот я лично совсем недавно его так это изобрела, так сказать. Вот, поэтому посмотрите. Потрясающий скраб получается, потому что он имеет хороший состав. Я об этом вам сейчас скажу. Но прежде всего о льде. Лед с аромамаслами. Достаньте в этом, пожалуйста, в этом. Ага. Лед с аромамаслами. Я, конечно, его принесла, но это лед, как бы, да, он имеет свойство таять, поэтому я вам его покажу, чтобы вы видели кусок. Тут очень важный момент, какого размера должен быть кусок. Очень многие замораживают там воду, минералку, чай там и так далее, да, вот, и маленькими кубиками это делают. Я это делаю в банке в большой, в большой банке, банка примерно на пол-литра воды, 450-500 миллилитров воды. Вот. И на дно этой банки я кладу буквально третью часть ложечки чайной ложечки меда. Если у кого-то аллергия на мед, то можно, в принципе, морскую соль чуть-чуть капнуть, да, туда. Можно чуть-чуть сливок капнуть туда. Вот. Для чего это надо? Для того, чтобы просто симулировать эфирные масла. Поскольку мы прекрасно знаем, что натуральные эфирные масла, а здесь должны быть, безусловно, натуральные масла, они имеют свойство с водой не смешиваться, поскольку они безбелковые. Поэтому для того, чтобы их смешать с водой, необходимо их сэмульгировать. Вот в качестве эмульгатора у нас и выступает, в частности, в данном случае я вам говорю о меде. Вот. И туда капаются, на мед капаются масла. Какие масла? Безусловно, что вы можете выбрать в зависимости от возраста свои масла, да, но я уже проверила на протяжении 20 лет, потому что лед я использую 20 лет уже. Вот. И его, чем раньше вы начинаете использовать, тем лучше у вас будет эффект. Но если учесть, что мне было 50 лет, я начала его использовать, да, и все равно неплохо, то представьте, какая будет кожа у девочек, которые начинают с 25 лет, хотя можно и раньше, это не возбраняется, применять такой аромалед. Потому что, почему большой кусок? Потому что мы все прекрасно понимаем, что натуральные аромамасла, они не дешевые. Вот. Поэтому, если вы делаете маленькие кубики льда, то понимаете, да, что вы, беря их в руки, эти кусочки, они очень быстро тают и проходят сквозь пальцы. Таким образом, вы, проводя этими кусочками по коже, не достигаете нужной контрастной температуры, потому что она должна быть именно контрастной, она должна быть шоковой, эта процедура, понимаете? Вот. Поэтому лучше использовать большой кусок льда. Вот как я вам сказала. Вот такая банка, она, знаете, вот можно купить с крышкой в любом хозяйственном магазине. Посмотрите так, чтобы вот эта баночка входила прекрасно в вашу руку. То есть, чтобы вы могли потом этот кусок удержать в руке стабильно. Вот. Какие масла я туда добавляю? Первое – это пачули. Почему пачули? Потому что пачули прекрасно подтягивает кожу, регенерирует ее, прекрасно увлажняет, снимает очень хорошо подкожные отеки. Понимаете? Вот герань, второе масло. Что оно делает? Оно прекрасно тонизирует кожу, укрепляет стенки сосудов, между прочим, так? Опять-таки омолаживает, опять-таки балансирует уровень гормонов в коже, так? Снимает отеки и прекрасно разглаживает морщинки. Фенхель опять-таки помогает коже вернуть молодость, избавляет от несовершенств возможных и убирает темные круги. Вот многие страдают от темных кругов под глазами
и отеков. Да? Вот имейте в виду, что фенхель прекрасно все это снимает. Он прекрасен в использовании при пигментации. Имейте это в виду, что лед. Вы можете, конечно, добавлять это в крем. Лед я рекомендую всем. Многие говорят, что вот есть противопоказания у льда. Это купероз. Вы знаете, у меня есть маленький участок купероза крошечный, который приобретенный, собственно говоря. Вот. Вы просто-напросто, я на это не реагирую совершенно. Я даже наоборот заметила, что эти сосуды у меня стали значительно, сосудик там один, значительно меньше, его почти не видно. Но хочу сказать, что вот эта вот криогенная заморозка, во-первых, это потрясающе. Представьте, вы приняли душ, контрастный душ, потом взяли этот большой кусок льда по всему лицу, шея, грудь, потому что вы знаете, что лицо у нас продолжается до сосков, будем так прямо говорить, проблемные зоны рук, полностью всю грудь. Я уверяю вас, через некоторое время вы увидите потрясающий результат, потому что кожа очень хорошо подтягивается. И я вам еще не сказала про 4-е масло, про розмарин, потому что и оно в том числе прекрасно тонизирует кожу, улучшает кровоснабжение, тоже прекрасно омолаживает. То есть как бы вот этот вот минимальный и недорогой совершенно недорогая композиция этих масел. И я вас уверяю, что их хватит вам на очень долго, потому что вы знаете, многие знают, по крайней мере, что это 10-миллилитровые бутылочки масел, там примерно 320-350 капель. Вот представьте, этих масел, да, вам нужно добавлять в эту банку пол-литровую по 2-3 капельки. По 2-3 капельки, то есть считайте, у вас в принципе получается 12 капель. Больше не надо, да? И вот на сколько времени у вас хватит этих масел? Ну, минимум года 2-3, потому что на этой банке на 450-500 грамм воды хватает на неделю. То есть представьте, вот какая это, в принципе, экономия, это и удовольствие потрясающе. Но еще раз я вас уверяю, что это будет происходить только с натуральными маслами, потому что, я уже проверяла, потому что синтетические масла, которые можно купить недорого, сэкономив, так сказать, на этом, вы просто не получите тот эффект, который можете получить. Итак, дорогие друзья, основные действующие масла – это пачули, это герань, это фенхель, и это розмарин. Вы их смешиваете с медом, да? Потом добавляете теплые водички, чтобы мед растворился, и добавляете до полного состояния эту банку. Закрываете крышечкой и ставьте в морозилку. И каждое утро, по первости, многие, кто вот только вот начинают проникаться этим орлом льдом, они вечером пользуются, понимаете, потому что это просто, на самом деле, это удовольствие, это такое огромное удовольствие, вы даже не представляете. Я вам просто рекомендую этим попользоваться, потому что криогенное замораживание, оно уже известно издревле. Вы же, наверное, помните, были всевозможные легенды, слагались о том, как принимали ледяные ванны. Сейчас существует, например, в санаториях, в хороших оздоровительных центрах, существуют криокамеры, и людей туда помещают на какой-то промежуток времени, и затем уже совершенно другие ощущения и жизни, и себя, и кожи. Вот, поэтому рекомендую вам лед. Вот это первое, о чем я вам хотела сказать. Второе, о чем мы будем с вами говорить, это скраб. Вот скраб вы сначала сейчас посмотрите, но я вам просто хочу сказать, что его я делаю, Ирочка, пеночку, да, вот мы что с тобой делали. Мы брали, ребята, вот пенку, потому что вы там можете не рассмотреть, пенку Вивадерм на ее основе. Но прежде чем мы взяли пенку, мы берем 1 чайную ложечку, берем баночку, небольшую баночку, потому что вам, какую-нибудь такую формочку малюсенькую, туда положите чайную ложечку сахара, чайную ложечку морской соли и накапайте масла. Какие масла? Сюда надо обязательно
там будет написано, мы ролик сняли с Ирой, но я вам все равно еще раз на этом акцентирую внимание. Это лаванда. Капается туда, опять-таки, по 2-3 капельки. Можно даже 2-3, даже это будет перебор, потому что, в принципе, там небольшое количество получается. Почему лаванду? Потому что она очень хорошо оживляет безжизненную кожу, вот, снимает раздражение, воспаление всевозможные снимает. То есть, понимаете, оказывает очень ярко выраженное омолаживающее действие. Пачули. Почему пачули? Потому что оно питает, опять-таки оживляет тусклую кожу. Вот. И особенно оно хорошо работает с увядающей кожей или с появляющимися новыми морщинками. Фенхель тоже разглаживающее действие оказывает и очень хорошо действует именно на дряблую кожу, на дряблые покровы и тонизирует очень хорошо, устраняет синюшные, коричневые круги под глазами. Вот это я вам уже говорила в предыдущем случае, когда мы говорили о льде. Ну и розмарин. Об этом я вам уже тоже говорила, что тоже тонизирует, прекрасно работает с омоложением и разглаживает морщинки. Вот такие масла, 4 масла, то есть по 2 капельки мы накапали, смешали с солью, с сахаром, это мы вам покажем. Вот, и туда капаем. Мы в ролике указали вам 12 пшиков, мы пшикаем. Вот. Но это можно сделать и с 10. Вы знаете, получается так, что когда новая банка с виводермом, то есть я вам показываю, значит, вот виводерм, так, соль, сахар я вам показывать не буду. И вот масла какие. Масла, безусловно, натуральные, 100% натуральные. Это лаванда, это фенхель, так, это пачули, это розмарин. Вот такие масла. Масла Вивасан я использую 20 лет. 20 лет только ими используюсь. Поэтому я гарантирую вам хороший, очень хороший результат по применению, в частности, я говорю про лед и про скраб. И вот мы сейчас включим вам ролик, вы посмотрите, как мы там готовили этот скраб с сырочкой, да? Вот, и, значит, затем вы посмотрите дальнейшие манипуляции, а потом мы уже об этом поговорим более подробно, хорошо? Игорь, блок номер 2, будьте любезны. Мы снимаем процесс создания скраба. Значит, мы берем чайную ложечку сахара, чайную ложечку морской соли, туда капаем масла, аромамасла, должны быть натуральные 100%. Это розмарин 2 капельки, фенхель 2 капельки, так, лаванда, пачули, так, смешиваем все ингредиенты между собой. Ну вот мы сейчас сделали скраб на основе нашей пенки Виводерм. Прежде чем его нанести, можно предварительно не наносить пенку, либо гель, если у вас лицо без косметики. Если у вас лицо с косметикой, то вы сначала должны его очистить либо с гелем, если у вас жирная кожа, либо пенка, если у вас обычная кожа сухая, либо нормальная. А после этого на неочищенную кожу можно, да, если без косметики, нанести наш скраб, который мы сделали. Подержать его 5-7 минут, потом смыть. Обычными движениями наносим наш скраб. По линиям и слегка, прям буквально секунд 30, прям просто массируйте. Держим 5-7 минут и смываем. Далее мы берем нашу сыворотку Bioforskin и по частям наносим ее на лицо. Сначала лоб и используем наш знаменитый массажер.
и массируем от центра к периферии. Для того, чтобы эта сыворотка проникла на более глубокие слои нашей кожи. Первая линия от центра подбородка до мочки уха. Вторая линия от края губ до козелка. Третья линия от середины носа до виска. Далее берем капсулу, либо масло инотера, либо масло граната. Можно смешивать, можно по отдельности. И также наносим на наше лицо. Далее мы берем крем Vivo Beauty, наносим на наше лицо. Таким образом у нас получается такой, знаете, уход очень быстро, который можно сделать перед выходом на улицу, либо перед наложением косметики. В домашних условиях, да? Очень быстро, качественно и классно. И функции этой косметики поддерживающие, да, потому что они очень хороши, эти функции использовать в домашних условиях. В заключение наш знаменитый крем для век. И это все. Замечательное лицо. Да. Очень хороша она в использовании, эта косметика. Как вы считаете, как профессионал, вот серия Serenity достойна внимания? Просто шикарно. Просто шикарно. Да. Очень советую. Угу. Спасибо вам большое. Вот такой вот ролик мы с Ирой записали. И сейчас мы поговорим более подробно. Дело в том, что вот Ирочка показала вам сыворотку Biofoskin, да? То есть как готовится скраб. Да, по поводу скраба я хотела еще сказать, что вот когда вы его наносите, его нанести лучше на 5-7 минут. Но вы знаете, после него такая кожа, что я просто потрясена, когда вот так вот мне пришлось услышать вот этот такой, ну, типа рецепт. Я была просто потрясена. Вы знаете, на самом деле кожа просто идеальная становится. Наталья, я думаю, что это вопрос? взаимодействие. Да, да. По ходу как раз вопрос возник. Вот после применения скраба нужен ли тоник для лица? Во-первых, я хочу сказать по поводу скраба. Скраб вот наносится, вы сами понимаете, что это один раз в 5-6 дней. Потому что он, конечно, это дело такое серьезное очень. В зависимости от типа кожи. Тоник, да, в зависимости от типа кожи. Вот. А тоник, вы знаете, что после чего? Не поняла, после скраба. Мы используем тоник перед нанесением биофоскина или крема? Ну, в принципе, это можно. В принципе, можно его, да. Даже я вообще считаю, что его даже лучше вечером наносить, кстати говоря, этот тоник. Наш, вот который мы будем рассматривать, да, имеется в виду из этой же серии Serenity. Вот, ну, это мое личное мнение. Вообще каждый волен выбирать лучшее время для использования. Я вообще считаю, что с 17 часов лучше всего делать всевозможные процедуры косметические, поэтому и тоник вечером. Понимаете, в чем дело? Именно тоник, потому что он очень активный. Он очень активный. Он же, сами знаете, да, он с матриксилом там, и с гиалуроновой кислотой, и с коэнзимом Q10. У него вообще богатейший просто состав. Слушайте, потом мы чуть-чуть попозже на эту тему поговорим. Так вот, я хочу вернуть... Я ответила или не ответила? Спасибо. Спасибо. Вот. Теперь смотрите. Значит, после скраба, да, скраб, 5-7 минут мы с вами сказали. После скраба Ирочка наносит сыворотку, да? Вот сыворотку Biofoskin. Вот мне о ней хотела чуть побольше сказать. Вот о ней Ирочка скажет, а я потом еще вам что-то интересное скажу. Наша сыворотка Biofoskin. На руку.
Она такая очень нежная, очень, это гель, который водорастворимый, который очень быстро впитывается и дает эффект с первого раза. Вот. Ну, прям вот моментально впитывается. Вот. После первого применения уже видно эффект нашей подтяжки, скажем так, кожи. В нем содержится спилантон 5%. Это, ну, примерно в 2 раза больше, чем везде, в любой другой продукции, который сразу уменьшает мимические морщины, очень питает кожу и увлажняет. Там также содержится гиалуроновая кислота, которая нашу кожу тоже сильно увлажняет. Потом централ азиатская и грейпфрукт, который, в общем-то, уменьшает наши пигментные пятна на лице, если они есть. Хватает ее на 100 применений достаточно долго. Вот, и оказывает такой эффект ботокса, я бы сказала. Вот, очень хорошая сыворотка, очень вообще классное применение у нее, очень хороший результат. Да, ну вот как специалист вы, короче, Я очень оцениваете. рекомендую. Да, и вы знаете, мы в конце вам специально покажем снимки до и после применения, например, крема для век и вот этой всей уходовой программы, которую мы сегодня вам показали. То есть мы специально это сделали, чтобы вы видели эффект, потому что это очень важно. После первой процедуры. Да, после Сразу первой же, процедуры, сразу же. Это все было снято сразу же. Теперь смотрите. И вот она после биофоскина, как вы, наверное, заметили, она нанесла масло граната, да? А вас это не удивило? Нет, вы используете масло граната? Вот я вам хочу сказать, что его очень хорошо использовать в косметологии. Почему? Потому что вообще его называют красным кардиналом. И называют иначе, не иначе, как не фрукт, а как произведение искусства. Вот если взять, например, знаменитые каскадоподобные, ну или каскадные сады в Вавилоне, да, это так называемые сады, висячие сады Семирамиды, считалось раньше, что они были засажены чем? Чем? Гранатом. Вы знаете, да, что граната? Вот, отлично, Жанетта. Так вот, оказывается, что и засажены-то они были действительно не виноградом, а гранатами. И что они стали не столько символом любви, кстати говоря, сколько вечной молодости самой красивой богини. Понимаете? То есть они обладают очень мощным омолаживающим эффектом. Он на 50% усиливает регенерацию кожи. Используется это масло граната при различных типах кожи. Почему? Потому что замедляет процесс старения, оно не имеет никаких там аллергических проявлений. И, кстати говоря, я хотела еще тут, сейчас скажем, да, вот, уменьшает количество морщин, восстанавливает водный и жировой баланс, улучшает цвет кожи, подтягивает, отбеливает, убирает веснушки, пигментные пятна и растяжки. Вот представьте, сколько у него функций. Я, например, что делаю? Утром одну внутрь, вторую проколола и на физиономию, на все лицо, шею и зону груди. Потому что, опять-таки, не забываем, что лицо у нас заканчивается на уровне, сами понимаете, чего. Вот, поэтому я вам очень рекомендую. Часто не надо. Я это делаю раз в 3 дня. Это если касается по поводу масла граната. Еще реже я использую масло инотеры, потому что вы сами понимаете, что масло инотеры – это масло молодости, да, что его используют до определенного момента, что пока женщина в детородном состоянии, его можно пить внутрь. Ну, а поскольку мы уже некоторые не в детородном возрасте, так сказать, что делать остается? Использовать на лицо. Им очень хорошо облагораживать крема. Я вот, например, когда вот выдавливаю, либо крем, либо выдавливаю, либо я набираю там чуть-чуть в руку, да, я туда капаю 1-2 капельки на порцию масла энотеры, то есть не в чистом можно его виде, а просто добавлять. И наносишь уже на кожу лица. Это не чаще 2-3 раз. Но я вам здесь еще хотела вот о чем сказать по поводу биофоскина. Вот что я еще использую. Вот эта вот штучка, многие из вас, конечно, знают, что это такое. Это мезоролия, да?
когда-то лет, наверное, 6 или 7 назад мне рассказали о нем чудодейственные истории. Вот что я делаю сейчас? Я беру сыворотку Биофоскин, наношу ее фрагментарно на лоб и закатываю, например, начинаешь с лба, и закатываешь этим мезороллером сыворотку под кожу. Таким образом, этот гель проникает очень быстро в глубокие слои кожи, это раз. Второе, к местам проколов устремляется очень быстренько макрофаги, которые являются строителями коллагена, они начинают быстренько залатывать все эти дырочки, таким образом восстанавливая упругость кожи, да, и поставляя и заставляя кожу вырабатывать дополнительный коллаген. Поэтому я вам очень рекомендую. У меня по счастливой случайности получилось, что я еще и мезороллер купила швейцарский, то есть у меня все швейцарское. Вот. И если вы захотите его брать, то берите непременно не менее 450 иголочек, чтобы было на барабане, и не более 1 мм длины. Почему? Потому что больше, длиннее 1 миллиметра иголки, это уже считается профессиональный мезороллер, и его используют только в косметических салонах, потому что, как говорят, что им надо пользоваться до первой капли крови, то есть должна выступить кровь. Если вы пользуетесь этим мезороллером такой длины, то, в принципе, у вас просто идет покраснение кожи, идет прилив крови к лицу, кожа становится, вы знаете, во-первых, румянец появляется. Девчонки, я вот вам всем рекомендую. Не чаще 1 раза в 4 дня, потому что вы просто не выдержите. Это не очень приятная, особенно в первый раз, процедура, но потом вы к ней привыкнете. Опять-таки, нанося фрагментарно вот этот Биофоскин, а сейчас у нас появились еще и стволовые клетки, об этом мы поговорим, может быть, в следующий раз. Это бомба будет, это просто бомба. Значит, еще раз. И закатывая фрагментарно, значит, сначала на лоб, там я вам не буду рассказывать как, потому что там в инструкции все написано. Потом на морщинки мимические около глаз, на лапки, здесь, на щечки, на шею, на грудь. Неприятно. А что делать? Красота требует жертв. Потом привыкните. Вот. Это что касается мезороллера. Его раз в 4 дня. Чаще не надо. И в том числе я вам еще рекомендую обратить внимание на массаж Асахи. О нем вы можете прочитать в интернете. Я вам его очень рекомендую, потому что тоже его активно использую. Каким образом я это делаю? Он занимает, во-первых, 12 минут времени вашего. Это можно делать тоже через день. Но я использую при этом в качестве базового масла жожоба и добавляю опять-таки те же самые масла. И уже делаете массаж от Асахи. Все, не буду больше говорить ничего, занимать ваше внимание. Вот. И далее мы с вами, значит, увидим сейчас, и я вам коротко расскажу о косметике, подарочной косметике серии Serenity. Хочу сразу сказать, что приобретая эту серию, вы, во-первых, убиваете несколько зайцев, да? Что у вас? Вы радуете себя. Вами начинают восхищаться мужчины. И, наконец, вам начинают завидовать ваши подружки и вообще все окружение женское. Поэтому я вам рекомендую эту серию, потому что, вы знаете, во-первых, она очень красивая внешне. Вы посмотрите, какой нежно-розовый цвет у нее, да, очень красивая баночка с серебряной крышечкой. И если вы всю эту серию выставите на столик, я считаю, что это удел или достоинство каждой уважающей себя красавицы. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эту серию. И если ее приобрести, и в том числе сыворотку Биофоскин, о которой мы вам говорили, получается ровно 150 франков. А если вы приобретете ее за 150 франков, то вы получите еще очень хороший подарок. Шампунь-гель в одном флаконе из мужской линии. Я лично очень люблю, поскольку это серия унисекс, то я пользуюсь и сама ею с огромным удовольствием. Вот. И
это серия Serenity. Вы знаете, с чем она меня потрясает? Во-первых, вот, Ирочка, наверное, ты вот понюхай. Да, что ты заметила? Такой нежный, приятный запах. Очень нежный аромат. А мы все знаем, почему тонкий аромат? Почему? А потому что там нет парабенов, да? Потому что там нет синтетических отдушек. Это очень важный момент. Это привилегия любого дорогого крема. И, кстати говоря, очень хочу вот на это акцентировать ваше внимание, что здесь очень достойное сочетание цены и качества. Здесь качество намного превышает цену. Он намного превышает. Почему? Ты не задавалась таким вопросом, Ирочка? Задай мне, пожалуйста, этот вопрос. Почему? Почему? А по качану, потому что эта вся косметика изготавливается на собственном заводе. Вот только поэтому у нас есть привилегия пользоваться высококлассной косметикой и по таким низким ценам. Я считаю, что эта цена очень низкая, потому что туда, в эту косметику, входят уникальные ингредиенты. Матриксил 3000 все слышали, что это такое? Все слышали, может быть, не все слышали, но я хочу сказать, обратить на это внимание, что Матриксил 3000 может позволить тебе не каждый производитель, что он рассчитан на то, на что? На то, чтобы возбудить фибробласты, да, которые находятся у нас под кожей, которые отвечают за что? За выработку чего? Коллагена, эластина и глюкозамина. Я что-то не договорила. Глюкозаминогликанов. О, вспомнила. Глюкозаминогликанов. Так вот. И, значит, матриксил этот, так, что он делает? Вот, например, вот он возбуждает эти фибробласты к тому, чтобы они вырабатывали коллаген, эластин и глюкозаминогликаны эти все, да? Так вот. Чем грозит отсутствие какого-то из этих компонентов? Представляете? Вот, например, вообще, что это такое? Короче говоря, смотрите, вот коллаген и эластин, они образуют сетку. А вот глюкозаминогликаны, они наполняют эту сетку. Понимаете? То есть, вот смотрите, если не хватает глюкозаминогликанов, то вот кожу можно сравнить с сеткой, которую бросили на берег моря. И она вся такая скукоженная, сморщенная, распутать ее невозможно. Если не хватает коллагена, то она не растягивается. То есть она вот растянулась, а стянуться она уже не может. Все. А если не хватает эластина, то тогда она не обладает упругостью, то есть как пружинка. И встала. Вот что это означает. И вот Матриксил 3000, он как раз и заставляет фибробласты вырабатывать эти все три компонента. Это очень важный компонент, очень важный. Почему? Здесь вообще входят в эту серию уникальные компоненты. Коэнзим Q10. Коэнзим Q10, он работает ведь не только на уровне клетки, если его употребляешь внутрь, но если и наносишь на кожу, то есть обладает очень мощным омолаживающим эффектом, очень мощным. Зеленый чай, мы знаем, что это то же самое, тонизирует кожу, что он прекрасно работает на уровне шлака, выводит шлаки и токсины из-под кожи. Да? Это, например, эдельвейс, который тоже не может всякий позволить, потому что эдельвейс растет-то где только? В Альпах. Вот. Поэтому извините, а эдельвейс у нас тут, конечно, как отче наш присутствует. Вот. То есть уникальные компоненты. Компонентов там, конечно, очень большое количество. Мы сейчас Игоря попросим, чтобы он нам включил следующий блок под номером 4, кажется. Кажется, или 3. Не буду врать. 4, Презентация наверное. Serenity. Да, да. Вот, и вы там более подробно увидите, из каких компонентов состоит эти кремы. Вот, то есть в эту вообще композицию входит, вот видите, да, ночной, дневной крем, тоник и крем для век. Вот, крем для век. Пожалуйста, и крем для век, да. Вот. Желательно, чтобы использовать и дневной, и ночной крем.
Потому что если вы в течение 28 дней будете пользоваться 2 раза в день этими кремами, то морщинки уменьшаются на 28%. Ребят, представляете, на 28% уменьшаются. А вообще известна такая статистика, что если матриксил использовать в течение месяца, то уменьшается размер морщин на 33%, глубина морщинок на 28%, представляете? И разглаживается кожа и восстанавливается тургор кожи. Вот какие последствия вас ожидают после применения этой косметики. Я считаю, что очень хорошие последствия. Вот видите, какой очень богатый состав. Сюда, значит, то, что я вам говорила, да, и кроме того, входят компоненты, которые запатентованные компоненты. То есть это очень важный момент. Вот такая информация. Ну и в заключение, мне бы хотелось вам все-таки еще раз показать, сейчас вот закончится презентация. Масло ши, кориты, видите? И масло зародышей пшеницы. То есть вот композиция очень богатая, просто невероятно. Ну, скажите нам здесь по ходу, насколько же хватает вот этой линии? Вот этой линейки хватает примерно на 4 месяца. То есть тут можно посчитать, что если вы затратите 150 франков единовременно, потому что все-таки желательно брать сразу всю линейку, то можете посчитать, разделить на 4, сколько у вас выходит в месяц. Это при том, что вы берете высококлассную, очень активную, очень действенную серию для ухода за лицом. Антивозрастную, да еще и подарок. Антивозрастную, безусловно, антивозрастную. Да еще и подарок не забудем, что у нас. А еще и подарок будет, да. Ну и вот, и мы сейчас вам покажем, какие результаты получаются, так? В результате применения всей этой линейки. Покажет Ира на Ирочком красивом лице. Вот. Но мы хотели бы еще сказать по поводу акции, которую мы хотим вот с Ирой объявить всем, кто живет в Москве, всем, кто нас видит и слышит, 10% скидку на все процедуры, которые она здесь делает. Ир, а какие процедуры ты тут делаешь? Массаж лица, скульптурный, скульптурно-букальный, массаж тела, антицеллюлитно-лимфодренажный. Ну, в основном. Да, и вот какие-то ты новые заморочки-то купила, я пока еще не поняла, какие? Ну, вот эти приборы. Еще у меня есть для тела миостимуляция тела, РФ-лифтинг для лица и тела и кавитация. Кавитация – это процедура при помощи ультразвука. Мы расщепляем жировые отложения. Очень действенная процедура тоже. Ну, ее обычно делают РФ-лифтинг и кавитация вместе. А миостимуляция – это сокращение мышечных волокон, заменяет полчаса процедуры, заменяет примерно 2-3 часа работы в спортзале. Это для ленивых, скажем так, спортзал. Вот. Лежа в постели. Да. На мягком диванчике. Вот. И, в общем, короче говоря, вы можете обращаться к Ирине и вот все эти удовольствия получить с 10% скидкой. Ну и в заключение мы хотим вам показать, значит, кадры с результатами. Девочки, вот вы знаете что, я на самом деле была действительно потрясена от применения крема для век. Вы знаете, на самом деле, вот то, что вы сейчас увидите, я сама лично свидетель этому. У меня кругов нет, поэтому я на себе сравнить ничего не могу. Видимо, потому что я давно пользуюсь всей нашей косметикой, аромамаслами, поэтому у меня ни пигментации, ничего, как говорится, нет, я на себе не могу увидеть. Но специально я, будучи в Иваново, мы проводили там мастер-класс и действительно сняли воздействие этого крема для век на веки.
действительно уходят подкожные отеки и действительно уходят круги. То есть то, о чем мы заявляли, когда говорили о матриксиле, когда говорили о коэнзиме Q10 и зеленый чай и так далее. Так что сейчас смотрим кадры, и если у кого-то какие-то будут вопросы, смело задавайте, постараюсь ответить. Вот вы видите, это вот как раз через 20 минут и через 8 часов применение вот этого крема для век. Это вот разные люди. Видите, да, какие отеки. Впечатляет. Да, впечатляет, очень впечатляет. А вот эта вот Ирочка, мы вам показывали, да, то, что мы сняли. Вот. И это буквально через 5-10 минут, наверное, Да, сразу сняли, для того, чтобы вы увидели, насколько хорошо от одной только процедуры. А мы здесь вам не показывали массажер, как его, мезороллер. Вам еще это не показали. Воздействие просто потрясающее. Вот все, что мы вам хотели рассказать. И в заключение мы хотим вас, дорогие женщины, поздравить с 8 марта. Шампанским, конфетками Линдор из Швейцарии и подарить вам букет цветов от нас. Все, мои дорогие, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо за эфир. Спасибо за то, что поделились такой важной информацией. Если вы нас смотрите в соцсетях, пожалуйста, ставьте лайки, задавайте вопросы. И сейчас, если получится, Игорь, мы можем показать? Шампанское у нас здесь замечательное. Если вы перешли по ссылке, и вы видите вот такое видео, и под видео анкету заполняйте, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Там есть контактный телефон. Если вы из России, заполняете +7 900 и пишите ваш номер. Там еще есть возможность указать, есть ли у вас Viber, WhatsApp или Telegram. Потому что если вы из другой страны, вы заполняете плюс и код вашей страны. Плюс также вы можете указать электронную почту. Если вам нужно подобрать индивидуальную программу по уходу за лицом, вам смогут это сделать именно после заполнения анкеты. Поэтому, если у вас нет дисконтной карты, и вы хотите получить и узнать, как это можно использовать, как получить дисконтную карту и узнать о всех привилегиях дисконтной карты, заполняйте анкету, и для вас будет создана индивидуальная программа. Да, спасибо, Игорь. И пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы. На все вопросы мы всегда отвечаем. Все, спасибо, что были с нами. Мы надеемся, все понравилось. Сейчас есть еще какие-то вопросы? У меня вот небольшой вопрос. Когда мы пенку наносим, она же пенка, она должна смываться. Вот задали тоником, смываем, или вообще вот она ничего, нанесли? Вы имеете в виду, когда скраб? Скраб, да. Вы когда наносите, так нанесли, подержали 5-7 минут, затем помассировали по массажным линиям и смыли, все. Вот, смыть надо же. Да, обязательно. Ой, скраб делает, потрясающий скраб получается. Благодарю. Угу. Еще вопрос, а где купить-то это все можно? Это все можно купить, вот Юлечка сейчас все это показывала. Анкеты. Это если человек заполняет анкету. Понятно. Каждый сможет
уже узнать. Или если вам человек прислал в личные с этого человека. Огромное, Наталья, спасибо вашей коллеге, косметологу замечательному. Я думаю, кого-то заинтересует и смогут попасть к вам. Спасибо большое. Всем всего доброго. С Наталья, наступающим очень 8 много марта. было вопросов, конечно, чем и как вы ухаживаете, потому что все, кто вас видели в предыдущих эфирах, просто были восхищены. Многие, Спасибо. конечно, говорили о том, что это без пластики невозможно, что это только пластика. Я почему и сказала, придите на эфир, посмотрите. Да, Что возможно, без что пластики, невозможно. это точно, абсолютно. Это точно. Спасибо, Юлечка, спасибо, дорогая, спасибо за Спасибо теплые слова. большое. Спасибо вам большое. Очень Ага, полезная всё. информация, просто вот прям хочется быстро сейчас идти и делать. Или взять билет в Москву и приехать, и Да. замечательный салон, и получить скидку 10%. Но скраб отличный, обязательно сегодня сделаю. Очень, очень хороший, девчонки, очень. Так отключаемся, да, Юль? Или я не поняла? Так, все, всем спасибо. Так что Всем- пишите вопросы, Ага, разделитесь спасибо. этой информацией со своими друзьями и подругам. И самое главное, отправьте подругам. Не будьте завистливыми. Отправляйте подругам, пусть они тоже будут молодые и красивые. Не забывайте о своих подругах. Все, всем до свидания. Всем до свидания, всего доброго, Всего доброго. спасибо, всего хорошего, до свидания. Спасибо.